Всем доброго дня! Я рада приветствовать вас на своем канале «Готовлю вкусно с огоньком». Сегодня хочу представить вашему вниманию очень вкусный шоколадно-маковый пирог «Весенний шедевр». Рецепт я взяла из интернета из свободного доступа. Делаю шоколадное тесто. В яйца добавляю сахар, соль, лимонную кислоту. В муку добавляю разрыхлитель. Перебиваю яйца в планетарном миксере. В муку добавляю какао и хорошо размешаю. Яичная масса готова, теперь в нее буду постепенно высыпать сухие ингредиенты и хорошо перемешивать аккуратно венчиком. Тесто готово, перекладываю в противень, который застелила пергаментной бумагой, и ставлю в духовку выпекать. Делаю маковое тесто. В белки добавляю соль и лимонную кислоту. Разрыхлитель добавляю в муку. Белки взбиваю сначала на маленьких оборотах до появления пены. В муку также добавляю крахмал. Постепенно дождиком всыпаю в белки сахар и хорошо взбиваю до плотных пиков. Перемешиваю разрыхлитель, муку и крахмал. Во взбитые белки ввожу частями муку и мак. Хорошо перемешаю. Белковую массу выкладываю в противень и поставлю в духовку выпекать. Делаю заварной крем. Желтки, крахмал, сахар, ванильный сахар. Смешиваю с небольшим количеством молока. Яичную смесь хорошо размешиваю, чтобы не было комочков и сухого крахмала. Оставшееся молоко ставлю на плиту, чтобы оно закипело. Вливаю закипевшее молоко и все время перемешиваю, чтобы желтки не свернулись. Снова все перемешиваю и перекладываю в ковшик, ставлю на плиту, довожу до кипения. Кипятить нужно минуты 2-3. Яично-молочную смесь необходимо всю перемешивать, чтобы не подгорело. Густой кисель накрываю пищевой пленкой и ставлю в сторону для остывания. Делаю крем. Сначала взбиваю масло с 3 ложками ириски и сахар. Масло должно быть мягкое. Во взбитое масло добавляю частями наш кисель и хорошо все взбиваю. Грецкий орех соединяю с сахаром и кусочком сливочного масла и поджариваю на сковородке. Остывшие орехи пробиваю в блендере. Собираю пирог. Сначала на темный корж выкладываю часть крема, хорошо разравниваю поверхность, посыпаю орехами, также орехи разравниваю, также смазываю одну сторону макового коржа и выкладываю на пирог кремом вниз. Снова на поверхность коржа выкладываю часть крема, посыпаю орехами и накрываю вторым слоем макового коржа. Последовательность сборки пирога смотрите в описании под видео. Пирог обмазываю кремом со всех сторон и посыпаю кокосовой стружкой, а затем поставлю в холодильник на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался и пропитался кремом. Разрезаю пирог. Вот такой он получился в разрезе. Сейчас осталось только попробовать. Если вы хотите, чтобы пирог был более влажным, можете сделать пропитку из заваренного кофе с сахаром.
Это будет очень вкусно. Рецепт этого пирога смотрите под видео в описании. Я делала некоторые изменения в рецепте. Пирог получился очень высокий. Размер моей формы для выпечки 20 на 30 сантиметров, так как указывала автор. Хотя я и увеличила количество ингредиентов, мне показалось, что пирог будет низковатый, поэтому я его разрезала не вдоль, а поперек. Большое спасибо за просмотры. Оставляйте под видео, пожалуйста, свои комментарии, пожелания. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Смотрите на моем канале и другие рецепты. До новых встреч! Всем пока!